Chaos Blast! Sonic Hacking Contest — это то событие, которое я жду с нетерпением каждый год. Ведь именно на этом мероприятии можно заценить все самые свежие и интересные фанатские работы. Надеюсь, что и в этом году нас порадуют замечательными... хаками. Ядрить меня шагфом, что это такое? Соник собирает стейки, Соник бегает по сторонам зонах в состоянии наркотического опьянения, Чарли-партер бегает по норному Спринг-Ярду, Пикачу-подобным существом собирает покеболы, Соник бегает по заплесневевшему Гринхиллу, Соник побегает сезонно вверх ногами, Синий Наклз, Пепси спасает мир. Да что за херня тут вообще происходит? Нет, я, конечно, понимаю, что на Sonic Hacking Contest можно выставлять хаки любого качества, но мне кажется, что в этом году слишком уж много хаков, сделанных в стиле «у нас было много травы». На этой выставке вообще имеется какой-нибудь хак, который создавался не под действием тяжелых трав? А это еще что? Sonic Next Genesis? Проект, в котором люди решили воссоздать Sonic 2006 на железе Sega Genesis? Звучит довольно интересно. Я, конечно, не знаю, каким нужно быть извращенцем, чтобы додуматься воссоздать сборник всевозможных глюков на Sega Genesis, но не суть. Вдруг авторы данного проекта смогли сделать то, что не смогли сделать разработчики оригинального Sonic 2006. Ёб твою мать! Я просто не знаю, что сказать. Еще ничто так сильно не доставляло мне такого количества негатива, как этот кусок ежатины. Даже тот самый Sonic 2006 меня так сильно не бесил, как этот чертов ремейк на Sega Genesis. И вы, наверное, хотите спросить меня, а почему ты обозреваешь именно этот посредственный хак, а не тот же Sonic Virtual Adventures или же Sonic Squarch? Ну, все дело в том, что именно за этим ежедневным проектом я пристально наблюдал. Ибо сама идея ремейкнуть СНГ на Sega Genesis показалась мне довольно интересной, хоть и слегка долбанутой. Да чё уж там, первая демка этого проекта в принципе мне доставила. Но вот то, что мы получили на данной выставке... Да все что угодно было лучше, чем это! Что ж, начнем с малого. Sonic Next Genesis — это хак, созданный на основе первого Соника, который был разработан человеком Project FM, и это все. Теперь вы знаете, кого можно ненавидеть за этот шедевр, так что перейдем к самому хаку. Сам хак начинается с титульника, который пытается косить под оригинальный титульный экран из-за знаете какой игры, но он тут выглядит каким-то блеклым, что ли. Но это на самом деле еще не самое страшное, ведь тут вместо композиции His World играет какая-то шняга. Но знаете, что самое смешное? В первой версии этого хака на титульном экране играла именно His World. Она, конечно, была кастрирована, но это была именно она. И на самом деле это так же тупо, если бы в демо-версии Sonic Next Gen был His World, а в финальной версии вместо него бы играла композиция Киркорова. Да и в целом во всем хаке с музыкой творится какая-то шляпа, что весьма странно, ведь в прошлой версии с музыкой все было в порядке. Но тут уже абсолютно все композиции не в тему. Но на самом деле музыка в этом хаке — это еще цветочки. Ведь у нас на очереди игровой процесс из самой зоны, и поверьте, это даже не ягодки. Ох, нет. Это чертов кусочек Sonic Next Gen, возведенный в квадрат! Что ж, на выбор нам дается 3 персонажа: Sonic, Shadow, Silver, и на удивление эти персонажи начинают свой путь в разных зонах, что, несомненно, является небольшим плюсом среди всего этого обилия минусов. Геймплей за Соника и Shadow идентичен, а вот Silver... А вот тут я хочу поздравить разработчика, который смог сделать то, что не смогли сделать разработчики оригинального Соника 2006. Он к черту сломал этого персонажа! Вот просто взял и разорвал! А про уровень Сильвера я вообще молчу, ибо он просто не заточен под самого ежа, а его способности! Знаете, его телекинетические способности в Сфакторе были и то лучше реализованы, чем тут. Но если вы являетесь извращенцем, который решился пройти этот уровень, то спешу вас огорчить. В конце данного уровня вас ожидает лаконичное ни-хе-ра. Что делает вашу репутацию за этого ежа бессмысленными? Спасибо за потраченное время. Что же до Shadow Соника, то у них все не так плачевно в плане играбельности. Один умеет делать джамп дэш, а второй умеет делать бега. Совершенная форма жизни, дамы и господа. А вот теперь мы с вами можем перейти к самим уровням, хотя о чем это я? Ведь в данном хаке есть один лишь полноценный уровень, который хотя бы доделан. Но даже тут есть своя доля лоузов, ибо в прошлой версии данного хака было 2 доделанных уровня. 2, Карл! А тут второй уровень просто взяли и сделали из него вот это. Молодец, автор. Про остальные уровни мне даже говорить не хочется, ибо они представляют себе недоделанную солянку с багами. Уровень за Shadow такой же прямой, как и второй уровень за Соника. А после Sky Century подобного уровня мне захотелось проконсультироваться с физиками, ибо это так не работает! Aquatic Base такой же никакой, как и остальные уровни. А босс... Ой, так чёрту его! И он представляет себе гибрид босса, Гринхилла и Мэгбуа, что уже как бы говорит нам о том, что у автора творческая импотенция.
А? Что? Вы требуете финальный вердикт от меня? Ну, в таком случае я просто поставлю ему 1 из 10, ибо это просто ужасно. О чем думал автор, когда показывал это на Sonic Cracking Contest 2016? Да мне было бы стыдно, если бы я релизнул этот недоделанный кусок ежатины. И да, спасибо, автор. Ты смог мне доказать, что хуже СНК может быть лишь его ремейк, сделанный в стиле, и так сойдет. Ай, так к черту тебя, Project FM! К черту этот как! К черту все, я ухожу!